Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про фактуру бумаги, про зернистость. У производителя Санкт-Петербург имеется 3 вида фактур. Это раф, грубое зерно, он же торшон, бумага без прессования, образуется естественным способом благодаря сушке. Cold press – среднее зерно, бумага холодного прессования, и hot press – бумага горячего прессования, гладкая, поверхность сатин. Каждый вид бумаги обозначен разным цветом. Грубая фактура – бежевый цвет, среднее зерно – голубой цвет и hot press гладкая, соответственно, розовый цвет. Такие же цвета и фактуры соответствуют бумаге второй линейки у Санкт-Петербург Бокенфорд. Но это бумага из целлюлозы, о ней мы поговорим в другой раз. Сегодня я рассказываю про линейку Сандерс Waterford 100% хлопок. И теперь я расскажу более подробно про каждую фактуру. Начнем мы с грубой фактуры. Фактура раф, он же торшон. Как вы видите на видео, фактура довольно ярко выраженная и крупная. Похожа немного на структуру ткани, холста. Далее у нас среднее зерно. Сейчас я немного приближу, и вы увидите разницу. И следующая фактура у нас сатин. Гладкая, бумага практически без фактуры. На видео вы отличия не увидите в фактуре, но зато вы увидите наверняка отличия в цвете. 2 листа у меня белых и 1 немного желтоватый. Пока мы здесь, я немного расскажу про цвет, потому что это важно. 2 белых листа маркируются как high white, выбеленный, а желтый маркируется как white, натуральный белый. Теперь расскажу, в каких случаях я использую ту или иную бумагу. Начнем с торшона, с грубого зерна, с раф. Чем она хороша? На этой бумаге лучше всего видна грануляция. Наверное, вы знаете, что такое грануляция. Это когда пигмент выпадает в осадок. И вы видите вот такие точечки, то есть интересный эффект. Вот именно на торшоне он очень хорошо заметен. Также я люблю использовать эту бумагу, когда мне нужно создать эффект винтажности. Особенно это хорошо получается, когда бумага не в склейке, а в листах с необработанным краем. Также люблю рисовать лодки с эффектом умышленной небрежности. Очень хорошо рисовать такие рваные линии именно на торшоне за счет этой фактуры. Хорошо получается не прокрасы. Вот видите, да? Такая она вот вся небрежная, винтажная. В этом ее прелесть. Также вот видите здесь такие живые непрокрасы. Тут тоже блики на воде, я вам покажу подробней. Это все непрокрасы, это не маскировочная жидкость. Такие непрокрасы делают работу более легкой, более звонкой и дает нам ощущение воздуха. Также вы видите какие-то непрокрасы в облаках, точечки, звонкое мерцание. Непрокрас на воде, имитируя блики. Переходим к следующей бумаге. Это hot press, он же сатин, гладкая фактура. Ну, во-первых, это более фантазийные работы с элементом, с такими подтеками. Так как эта бумага гладкая, у краски нет сцепления с бумагой, и она очень легко растекается. Краска как будто бы скользит вниз. Также этот эффект можно увидеть на этой работе. Интересные фактуры и вот такие эффекты тоже очень легко делать именно на гладкой бумаге, на сатине. С этой бумаги легко снимать пигмент, проще делать протирание, то есть практически до бела. Я имею в виду вот эти, вот видите, да? То есть я протерла, и пигмент практически ушел.
Еще на этой бумаге я предпочитаю рисовать небольшие городские скетчи, особенно если я в дальнейшем хочу переносить их на большой формат, оцифровывать. В данном случае нам фактура уже не нужна. Как видите, нам нужен гладкий, ровный лист для хорошего принта. Эта фактура подходит для мелкой детальной прорисовки. И переходим к третьему зерну, среднее зерно. Это более универсальная бумага. На ней хорошо получается и мягкий переход, градиент, и блики на воде, не прокрасы. Но я настоятельно рекомендую попробовать все три зерна, чтобы выбрать более подходящий для вас. А теперь я хочу вам наглядно продемонстрировать преимущества бумаги Sanders Waterford. Одно из преимуществ заключается в том, что даже на гладкой бумаге, на сатине, где сцепление пигмента с бумагой не такое сильное, то есть краска стекает, как вы видите, я могу нанести плотный слой, даже несколько слоев, не повреждая, не стирая предыдущие слои. Даже я в своей технике а-ля Прима накладываю несколько слоев, чтобы сделать более темный тон. Но я делаю это по сырому за один прием. Вот сейчас мы наглядно увидим, как это происходит. Я добавляю больше воды, тон светлый, и чем меньше воды, тем тон более темный. И я в сырую еще краску добавляю еще более густой пигмент. И у меня получается довольно-таки темный вот этот вот цвет, да? Можно добавить еще более темную краску, например, индантренового или индиго. И мы видим то, что нижний слой у нас не размылся. Теперь посмотрим, проведем тот же эксперимент на другой бумаге, на целлюлозной бумаге других производителей, как набирается тон здесь. Начнем со светлого. Так, тут все хорошо. Дальше мы берем краску гуще. И какую мы видим картину. Когда я накладываю краску поверх другой, то нижний слой, он размывается. И вы видите вот этот вот светлый голубой, вот бумагу, да, под моим вот этим слоем. Видите, как сложно мне наносить такой темный слой. То есть все равно просвечивается бумага и снимается вот тот первый слой. А тут у нас темный получился пигмент. Вот здесь наглядно видно, да? При нанесении верхнего слоя нижний смывается и остается белая бумага. Здесь даже на гладкой фактуре, на сатине, нижний слой у нас не смылся, и верхний слой, верхняя часть оказался такой темный. Наверное, даже на видео сейчас можно заметить этот приятный эффект бархатистости, который создается с помощью этой бумаги. Теперь поговорю о важной теме, о том, как правильно снимать лист со склейки и как правильно резать листы. Вернее, расскажу, как ошибки, которые художники допускают во время снятия листа со склейки. У каждой склейки здесь есть место, которое не проклеено. Оно указано стрелочкой. Самая большая ошибка – это когда вы берете длинный острый нож, засовываете его далеко и начинаете
снимать, что может произойти? Кончик этого ножа, который находится где-то здесь, он может царапать нижний лист. И когда в следующий раз вы снимете первый лист и начнете рисовать следующую картину на уже новом листе, у вас в тот момент, когда вы будете наносить цвет, будут полосы. И вы будете думать, откуда у вас такая процарапанная бумага. А это вот как раз было в тот момент, когда вы этим ножом процарапывали бумагу. Я рекомендую взять мастихин, либо что-то не очень острое. Можно линейку, лучше, наверное, железную, хотя такой тоже можно, но просто поаккуратней. И не засовывать далеко, а делать это вот только с краю и не опускать мастихин или что-то острое вот так вот вниз, да, не царапайте нижний лист. Лучше вот вверх немножко вот так вот держать, наклонять мастихин чуть-чуть вверх. Тогда вы снимете свою бумагу, не повредив нижнюю, не процарапав. И в завершении несколько важных слов про хранение бумаги. Если вы уже распечатали свою склейку, либо вскрыли листы, то хранить бумагу необходимо в сухом месте. Также желательно, чтобы оно было темное и не было сквозняков. Тогда ваша бумага не испортится и будет вас радовать. Сейчас я проведу небольшую демонстрацию, покажу, как я рисую на 3 вариантах бумаги. Сначала я покажу вам, как достичь таких эффектов на крупном зерне. То есть вы видите уже, наверное, на видео, какие контрастные блики, не прокрасы получается на торшоне. Здесь и здесь. Также я нарисую такой пейзаж на среднем зерне и покажу, как добиться таких интересных эффектов на бумаге горячего прессования на гладкой. Желаю всем приятного просмотра.